Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии появился внутренний план правительства с конкретными шагами по экономике, вопросам безопасности, миграции и отношениям с Европейским Союзом. Канцлер Фридрих Мерц требует быстрых решений, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на уровне Европейского Союза настаивает на общеевропейских правилах, и для Германии, Европы и ЕС это уже начинается как-никак новый спор о том, кто будет определять будущий курс. И это еще не все. В Германии все больше пенсионеров попадает в ловушки скидок и акций в супермаркетах, когда цена выглядит выгодно, а на деле покупка выходит, как ни странно, еще дороже. Эта практика затрагивает Германию и Европу и напрямую бьет по кошелькам людей, которые живут на фиксированный доход. И еще одна новость. В Германии число безработных превысило 3 миллиона человек, и это уже сигнал для Мерца о проблемах в промышленности и сфере услуг. Кроме того, для Германии и Европы это означает рост социальной напряженности и риск, что работу будут находить все труднее. И напоследок, в Германии почти все молоко в магазинах стало ультрапастеризованным и хранится месяцами. Но покупатели, особенно пенсионеры, которые помнят вкус молока 90-х годов, еще чаще жалуются на потерю вкуса. Кстати, эта тенденция характерна не только для Германии, но и для ЕС, где удобство и логистика все чаще побеждают качество. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, как сообщают инсайдеры, сегодня появился внутренний документ правительства Германии, где четко прописано, чем канцлер Фридрих Мерц собирается заняться до конца марта. Это рабочий план для министров Германии. Первый приоритет – это экономика. В документе прямо указано, что слабый рост, падение заказов промышленности, давление на рынок труда. Правительство хочет ускорить решение по налоговым льготам для бизнеса и упростить правила для инвестиций. Причина нам с вами всем понятна, ведь Германия уже несколько кварталов, вы знаете, балансирует на крайней стагнации. А промышленность, например, от автопрома до машиностроения, теряет позиции на фоне Соединенных Штатов Америки и Китая. Второй пункт – это вопросы безопасности и защиты Германии. Правительство Фридриха Мерца планирует ускорение закупок для Бундесвера, включая оснащение и технологическое обеспечение. Это связано с давлением со стороны партнеров по НАТО. Мерц в своих выступлениях подчеркивает, что Германия не может дальше затягивать решение, если хочет оставаться серьезным игроком. Третий блок – это миграция в Германии, о которой мы с вами так часто говорим в последнее время. Сейчас во внутреннем плане правительства обозначена цель быстрее рассматривать заявки, строже контролировать въезд и активнее возвращать тех, кто не получил право на законное пребывание. Это ответ на рост недовольства внутри страны и давление со стороны земель, где перегружены социальные службы и муниципалитеты. Еще одна отдельная тема – это отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Здесь появляется Урсула фон дер Ляйен. В документе правительства Мерца подчеркивается внимание, что Берлин будет тесно координироваться с Европейской комиссией, но при этом обязательно отстаивать собственные интересы. Это важно на фоне торговых споров, климатической политики и обсуждения новых европейских правил для бизнеса. В окружении Мерца признаю, что не все инициативы Брюсселя устраивают немецкую экономику, и это уже вызывает сегодня некие трения. И теперь главным вопросом становится скорость принятия решений. Канцлер Фридрих Мерц требует быстрых решений, но вы знаете, внутри коалиции между министерствами остаются разногласия. Спорят о том, что сегодня важнее – экономия бюджета или стимулы для роста. Поэтому сейчас мы с вами должны понимать то, что давление на экономику признано официально, курс на жесткую миграционную политику усилится, Берлин будет чаще вступать в дискуссии с Брюсселем, даже если формально остается в рамках общего курса с Урсулой фон дер Ляйен. Таким образом, с сегодняшнего дня я вместе с вами буду следить за выполнением этого списка задач командой Фридриха Мерца. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии все больше пенсионеров попадают в ловушку скидок и акций, хотя именно они считаются основной аудиторией выгодных предложений. Речь идет не об отдельных случаях, а о повторяющейся практике в супермаркетах и дискаунтерах. Первая проблема для пенсионеров, да и для всех покупателей Германии, это желтые ценники. Скидка выглядит большой, но я вам буквально недавно рассказывал, что часто считается не от обычной цены, а от заранее завышенной. Например, кофе в ноябре упаковка 500 граммов стоила 6,99 евро. В январе появляется акция минус 40%, и цена всего лишь 4 евро 19 центов, но вес уже 400 грамм. В пересчете на килограмм продукта обходится дороже, чем до акции. Пенсионеры, включая моих зрителей, прежде всего ориентируются на процент скидки и привычную марку, а не на расчет цены до и после.
Вторая ловушка – это уменьшение веса. Цена остается прежней, упаковка выглядит так же, но внутри меньше продукта. Было, например, 500 граммов, а стало 450 или даже 400. Я думаю, вы со мной согласитесь, что на полке это трудно заметить, особенно пожилым людям. Такая схема массово используется для колбасы, сыра, сладостей и даже готовых блюд. Третья схема – это скидки по мобильным приложениям. То есть цена на полке указана крупно, но действует только при использовании цифровой карты или приложения. Многие пенсионеры не пользуются смартфоном или не хотят даже устанавливать эти программы. На кассе оказывается, что платить нужно больше. Жалобы на это регулярно поступают в службу защиты прав потребителей. И это еще не все, о чем я хотел вам рассказать. Есть и четвертый момент – это так называемые пенсионные часы. Некоторые магазины рекламируют специальные скидки для пожилых, но действуют они рано утром и в будние дни. Для людей, зависящих от транспорта или, например, от помощи родственников, такие акции становятся просто недоступными. И теперь внимание, по оценкам Организации по защите потребителей, именно люди старше 65 лет чаще всего переплачивают из-за акций, потому что реже сравнивают цену за килограмм и чаще доверяют ценнику и знакомому бренду. На политическом уровне тема поднимается регулярно. Фридрих Мерц говорит о необходимости честных правил для людей, которые десятилетиями наполняют бюджет страны. Однако конкретных ограничений для торговых сетей пока не вводится. Урсула фон дер Ляйен на уровне всего Европейского Союза обсуждает усилия защиты потребителей, но, к сожалению, также эти инициативы пока не обязывают магазины менять практику скидок и упаковок. В результате сегодня пенсионеры в Германии все чаще сталкиваются с ситуацией, когда акции выглядят выгодно, но на кассе и в итоговых расходах выгоды не приносят. Следующая новость связана с проблемой работы. В Германии число безработных снова превысило 3 миллиона человек. В январе 2026 года официально без работы было 3 миллиона 78 тысяч человек. Это на 177 тысяч больше, чем в декабре. Уровень безработицы вырос до 6,6%. Приведу вам сразу пример из жизни. В Дортмунде механик Йорк потерял работу на заводе по производству автомобильных деталей. Из-за снижения заказов завод сократил смены. Йорк теперь ищет работу через агентство, но вакансий меньше, чем людей, готовых работать. И он уже несколько недель ходит на собеседование без успеха. Экономисты говорят, что рост безработицы связан с замедлением промышленного производства и слабым внутренним спросом. Число вакансий в январе составило 598 тысяч, что на 34 тысячи меньше, чем год назад. Компании сокращают персонал вместо того, чтобы нанимать новых сотрудников, а правительство Фридриха Мерца пока ограничивается обещаниями стимулировать экономику через инфраструктурные проекты и поддержку малого бизнеса. Еще один пример – это пенсионерка Урсула из Лейпцига. Нет, это не Урсула фон дер Ляйен, а тезка, рассказывает, что ее сын недавно потерял работу на складе. Она видит, как сложно молодым людям найти вакансии, а те, кто находит, часто соглашаются на меньшую зарплату или переезжают в другие города. Урсула отмечает, что раньше конкуренция за рабочие места была меньше. Эксперты предупреждают, если экономический рост останется слабым, безработица продолжит расти, особенно среди молодых и малоопытных работников. Для многих семей это означает сокращение доходов и необходимость менять привычный образ жизни, в то время как старшее поколение вроде Урсулы вынуждены поддерживать детей или внуков. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии почти все молоко в магазинах сегодня – это ультрапастеризованное длительного хранения, которое может стоять на полках месяцами. Это кардинально отличается от 90-х годов, когда люди покупали молоко из холодильника, срок годности был считан на дни и вкус был, конечно же, натуральным. Сегодня производители уверяют, что ультрапастеризация безопасна и удобна, молоко не портится, его легко хранить дома и поставки магазинам надежно. Но многие покупатели, особенно те, кто помнит 90-е годы, замечают разницу во вкусе. То есть молоко стало таким плоским, лишенным свежести, аромат немного напоминает вареное. Причины понятны. Для удешевления и увеличения сроков хранения молоко нагревают до высоких температур, что и приводит к нейтрализации бактерий и ферментов. Это делает продукт стабильным, но меняет органолептические свойства. Кроме того, производители иногда даже используют технологические добавки и снижают содержание жира, чтобы продукт дольше сохранялся на полках. Сразу приведу вам пример. Пенсионер Генрих из Бремена рассказывает, что в 90-х он покупал молоко на рынке, привозил свежайшее, хранилось сутки-двое, но вкус был насыщенным, сливочным. Сегодня он покупает ультрапастеризованное молоко, пьет чай с ним, но чувствует, что вкус другой, как будто от чего-то недостает. Аналитики отмечают, что ультрапастеризация помогает снизить потери продуктов и делает логистику проще,
но для части покупателей это шаг назад по качеству. Цены при этом растут, и с последнего похода в магазин я приценился и могу сказать, что литр ультрапастеризованного молока в среднем стоит евро 20, евро 50. Видел еще сегодня утром по акции в одном из известных дискаунтеров Lidl 12 упаковок за почти 10 евро. Но кто же из пенсионеров, скажите мне, будет сразу покупать 12 литров? А свежее пастеризованное молока в магазинах осталось мало и дороже около 2 евро за литр. Кстати, сегодня также видел и масло по акции в желтой упаковке 250 грамм за 0,99 евро. Разница интересов понятна, производители и торговые сети выигрывают от длительного хранения и стабильного спроса, а потребители ощущают изменения вкуса и свежести. Фактически массовый немецкий покупатель сейчас пьет молоко, которое удобно, безопасно и долго хранится. Но это уже не то, что было привычно раньше. Фридрих Мерц, кстати, недавно в интервью говорил о поддержке фермеров и производства натуральных продуктов в Германии, обещая стимулировать локальное производство и качественные линии. Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе тоже продвигает инициативы по прозрачности маркировки и контролю добавок, что может помочь вернуть больше свежего молока на полки в будущем. Поэтому сейчас молоко изменилось не случайно, оно стало безопасным и долговечным, но потеряло вкус и характер, который помнят поколение 90-х годов. Для пенсионеров, привыкших к настоящему свежему молоку, это заметная разница и повод внимательнее читать упаковки и выбирать продукты. На этом пока все. Спасибо за просмотр.